Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Киева. Конечно же, будем говорить о прошедшем уже мае месяце 2026 года. Будем говорить, что произошло с недвижимостью, с жилой недвижимостью, как на первичном, так и на вторичном рынке, друзья. В конце видео я подведу итоги, покажу вам, что произошло за 12 месяцев или год. То есть мы будем говорить о тенденциях. И, конечно же, я сделаю уже краткосрочный прогноз о том, что будет происходить до конца второго квартала 2026 года. Что будет происходить с недвижимостью, естественно. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал, как я люблю говорить, через призму времени и цифр. Попробуем вместе с вами разобраться в процессах, которые я наблюдал на протяжении как одного месяца на рынке жилой недвижимости города Киев, так и на протяжении 12 месяцев. То есть у нас будет полная картинка. Мы посмотрим ретроспективу, определимся, что на сегодняшний день происходит. Ну и, как я уже вам говорил, поговорим о прогнозах. Друзья, перед вами карта центральной части Украины, куда входят 5 крупных областных городов-центров. Сегодня мы говорим о городе, видим Киев. Вот так расскажу, как пользоваться данной картой. На данной карте вы можете увидеть легенду карты, показываю указкой. Здесь вы можете ознакомиться с основными характеристиками, которые, в общем-то, или показателями, правильно так, показателями, которые характеризуют состояние рынка на конец мая 2026 года. Давайте начнем по порядку. Население довоенное, официальная статистика 2 миллиона 950 тысяч. И сейчас, друзья, я так предполагаю, что 3 миллиона, наверное, живет, а может даже больше в городе Киеве. Хотя я уже почти год не живу в Киеве, но по предположениям, я все-таки думаю, что Киев на сегодняшний день больше населения имеет, чем до войны. Ну, понятно, да, вроде как говорят, что самое защищенное пространство над городом, воздушное над городом Киевом, хотя это далеко не соответствует действительности. Итак, дальше. Количество предложений, которые были зафиксированы мною на рынке жилой недвижимости, напомню вам, сюда вошла первичный и вторичный рынок. Зафиксировано с помощью программного обеспечения Olymp News, на которое у меня есть авторское право и патент, естественно. Я работаю с большими цифрами. И вот данный софт собрал всю информацию в интернете о недвижимости города Киева, и мы видим, что 66 500 объектов жилой недвижимости было выставлено для продажи. Это первичный, вторичный рынок в мае месяце, что на 0,9%, ну почти на 1% больше, чем это было в апреле месяце. То есть желающих, опять повторюсь, продать все-таки больше, чем желающих купить. И еще один момент, который вы должны просто почувствовать, да, то есть я, еще раз повторюсь, работаю с большими цифрами. Генеральная выборка, которая попала в исследование, она однородна, то есть разбита по классам. И еще раз подумайте, только это 66 500 объектов жилой недвижимости. Для сравнения, оценщики в своих, допустим, отчетах об оценке недвижимого имущества в жилой, допустим, недвижимости квартиры, они приводят в качестве, так сказать, аналогов объектов похожих всего лишь 5 объектов. Вот можете себе представить, какая большая разница между теми цифрами, которые я вам показываю, и между цифрами, которые субъекты оценочной деятельности в своих отчетах показывают. На основании 5 аналогов они утверждают, что они исследовали рынок и, в общем-то, понимают, что происходит. Но это так, я почему-то вспомнил про оценщиков, хотя там грамотные ребята, мне нравятся, да, но в большинстве случаев там, конечно, ремесленники. Вот ремесленники, которые как научили их, вот они шаг вправо, шаг влево, для них расстрел, поэтому они
делают то, что делают. Итак, переходим к следующему показателю. Социальное жилье – это у нас стоимостной показатель. Буду говорить только в процентном соотношении. С какого-то перепуга социальное жилье в мае месяце подорожало на 0,19%. Ну, кто меня смотрит давно, тот помнит, что, по-моему, с января или февраля месяца, по-моему, с января месяца мы видим незначительный рост стоимости, снижение стоимости квадратного метра именно по социальному жилью. Это самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется. То есть январь, февраль, март, апрель, ну дальше мы с вами посмотрим. А вот в мае почему-то здесь вот такие колебательные процессы в сторону повышения стоимости. Еще раз повторюсь, это колебательные процессы длиною в 1 месяц. А вот все остальное, в принципе, ведет себя вполне адекватно. Эконом-комфорт, бизнес-класс, также вторичный рынок показал снижение минус 0,20% за месяц, прошу прощения. Аренда, друзья, это долгосрочная аренда. Здесь сравниваем мы первый квартал с четвертым кварталом 2020, естественно, 2005 года. Здесь мы видим, что снижение по аренде наблюдается незначительное на 1,75%. Первичный рынок, друзья, квартиры эконом-класс, снижение минус 0,24%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс, снижение также минус 0,12%. Ну и первичный рынок элитный класс показал также динамику незначительного снижения минус 0,07%. Друзья, если подводим итоги, вот это у нас сводные данные. Хочу напомнить вам, чтобы вам так было лучше материал усваивался или веселее слушать меня. Как мне говорят, зануда, сколько можно говорить о цифрах? Расскажи, что в жизни-то происходит. Ай, смешные люди. Ну вот смотрите, помните такого персонажа Шерлока Холмса? А он был известный расследователь в одноименном романе, и, естественно, он применял, почему естественно, потому что он позиционировал себя как человек, который использует научную методологию для расследования всевозможных страшных преступлений. Итак, это метод дедукции был у него, когда от общего он переходил к частному, то есть он видел полную картинку преступления и потом складывал пазлы, детали, что происходило, и выходил в итоге на преступника. Я в данном случае демонстрирую вам тоже метод дедукции. Я показываю сначала вам общую картинку, для того, чтобы у вас сложилась в голове картинка, что произошло за месяц на рынке жилой недвижимости. А дальше мы будем переходить к методу индукции, то есть мы будем декомпозировать и по каждому, так сказать, классу, по каждому сегменту рынка, первичный, вторичный рынок, более подробно разбираться, что же произошло с рынком. Друзья, следующий слайд. Здесь уже мы будем говорить более подробно о социальном жилье, вторичный рынок. Город Киев, 10 административных районов, период исследования апрель-май 2026 года. Друзья, ну в целом по городу здесь с перепуга с какого-то, еще раз повторюсь, рост на 0,19%. И вот смотрите, что бросается в глаза. Наибольше всего подорожала жилая недвижимость у нас, друзья. Деснянский район, ну это спальный массив, плюс 0,23%. Днепровский район, плюс 0,23%. А меньше всего подорожала традиционная недвижимость, которая находится в центре, это Печерский район. Голосеевский район на протяжении уже 2 месяцев нам, в общем-то, так сказать, не показывает, это самый большой район города Киева, не показывает нам ни роста, ни снижения стоимости квадратного метра данного класса жилья. Следующий, друзья, слайд. Здесь мы с вами поговорим о ретроспективе, то есть вернемся назад, что произошло с недвижимостью за весь период войны. То есть это 4 года уже и там несколько месяцев. Данный слайд появился благодаря вам. Вы больше всего задаете мне вопросы, что, Андрей, произошло, ну, кто понимает, произошло с недвижимостью за период войны. То есть база сравнения у нас
это март 2022 года, а в 2022 году, это 24 февраля, началась война. Это поквартальное исследование. Итак, отталкиваемся от социального жилья, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине, Киев не исключение. 1121 доллар за квадратный метр. Первый год войны, друзья, видим, что снижение порядка 8-9%, можете посчитать, реперные точки есть. Второй год войны здесь, ну, я вот это аппроксимирующая линия тренда, то есть линия тренда, которая сглажена более-менее, потому что, видите, здесь рынок недвижимости не ведет себя, то взлеты, то падение, это все зависит от внешних и внутренних, так сказать, факторов. Но я это пытаюсь вот так сглаживать. Итак, второй год войны мы увидели даже в какие-то месяцы незначительную динамику роста, что удивительно для меня лично было. Третий год войны динамика снижения порядка там 9-10% по городу Киеву. И 2025 год, друзья, четвертый год, с какого-то перепугу мы с января месяца или там с февраля, по-моему, начали видеть рост стоимости квадратного метра. Вот это мы видим, да, как недвижимость росла данного класса. Причем недвижимость росла и коммерческая, и жилая. И вот только у нас февраля месяца 2026 года мы увидели незначительное снижение на протяжении, это у нас получается февраль, март, апрель, а май опять вот видим немножко такой вот колебательный процессы в сторону увеличения стоимости. Но в целом, друзья, еще раз повторюсь, для того, чтобы вы совершенно четко понимали, что происходит с рынком недвижимости, вы должны задавать совершенно конкретные вопросы. Какая база исследования, то есть какой период с каким сравниваем? Если мы сравниваем, предположим, март месяц, вот вы взяли здесь 25 года, 2025 года, с мартом 2026 года, то здесь мы увидим, что, друзья, динамику роста. Я вам напоминал, что 2025 год весь показывал нам рост стоимости квадратного метра. Если же мы берем за базу, так сравнения, начала войны, то, друзья, что переходим на табличку, можете посчитать сами, можете поверить на слова или данной табличке. Здесь Excel посчитал за меня и за вас. Программа Excel я имею в виду. Итак, да, не путайте, как кто-то мне написал. Ой, не буду говорить это, да, это по поводу ватмана. И, так сказать, это самое. Сейчас говорят, за эти дела могут это самое посадить в тюрьму и отобрать квартиру. Так вот, Excel, чтобы вы понимали, это программа, которая есть ну, у каждого на компьютере, да, офис так называемый. Итак, мы видим, что снижение минус 5,71% за 4 года и там несколько месяцев. Все-таки мы видим, что динамика снижения присутствует. Рынок недвижимости ведет себя именно таким образом. Это не фондовый рынок, который спекулятивный. Здесь мы говорим о вторичном рынке, где живут люди в квартирах, и продать просто квартиру для того, чтобы продать, такого не бывает. То есть или люди улучшают свое жилищное положение, или разъезжается семья, или уезжает за границу, ну и так далее. То есть вот эти риэлторы называют это цепочки, которые выстраиваются в результате продажи первой квартиры. Поэтому, друзья, здесь все закономерно, и снижение, еще раз повторюсь, за 4 года войны всего лишь 5,71%. Ну, кто хочет, можете округлить до 6%. Следующий, друзья, слайд посвящен аренде. Здесь очень быстро мы пройдемся. Сравниваем четвертый квартал с первым кварталом 2026 года. И впервые, друзья, увидели, что снижение на 1,75%. То есть рынок недвижимости, аренда, он, в общем-то, рос весь 2025 год сумасшедшими темпами. И начиная с конца года до марта месяца мы увидели незначительную динамику снижения. Ну, так себе незначительно, почти 2%. Переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим о предложениях. Квартиры выставлены для продажи, вторичный рынок, квартиры эконом, комфорт, класс.
Снижение минус 0,20% за месяц. Можете посмотреть по административным районам в абсолютных цифрах, что произошло. Можете посмотреть в процентном соотношении снижения в каждом районе по-разному. Первичный рынок, друзья. Здесь мы будем говорить о квартирах эконом-класс. Снижение также минус 0,24%. Также можете посмотреть в абсолютных цифрах, что произошло с рынком жилой недвижимости. Но напомним, что это квартиры еще не сданы в эксплуатацию, то есть первичный рынок – это квартиры, которые еще строятся. Не факт, что они построятся. Но стоимость квадратного метра мы зафиксировали. И также зафиксировали в данном случае снижение стоимости за месяц. Следующий слайд – это первичный рынок, комфорт, бизнес-класс. Снижение минус 0,12% за месяц. Можете также посмотреть по административным районам в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра данных классов. Ну и в данном случае за месяц снижение в процентном соотношении. Последний, друзья, слайд, говорящий нам о колебательных процессах. Первичный рынок, элитный класс. Снижение минус 0,07%. Обратите внимание, что элитный класс строится только в 3 административных районах. И то это Голосеевский. Помните, я вам говорил, это самый большой административный район города Киева, но он еще делится на ценовые зоны. Это центральная часть города. Печерский – это небольшой район, но он также делится на ценовые зоны. Это Липки, ну то есть это самый центр, вот там, где правительственные кварталы и так далее. Шевченковский – также центральная часть. Почему? Потому что Шевченковский район начинается от Нивок, это периферия, и идет прямо в самый центр. Итак, мы видим, что стоимость квадратного метра снижается незначительно, в абсолютных цифрах можете это все прочитать, ну и в процентном соотношении тоже посмотреть. Друзья, следующий слайд, традиционный мой слайд, период исследования ровно 1 год. Видим, что апрель 2025 года на примере класс социальное жилье 1041 доллар за квадратный метр. Потом вот этот рост, смотрите, да, до декабря 2025 года. Ну и с января мы стали наблюдать незначительную динамику снижения. Хотя вот эти колебательные процессы в мае месяце с какого-то перепуга вверх опять пошла кривая. То есть еще раз повторюсь, друзья, если больше 6 месяцев мы видим динамику снижения или роста, как здесь, то это можно говорить о тенденциях, которые будут продолжаться на протяжении года. Если же на протяжении всего лишь 3-4 месяцев, как здесь, то еще рано говорить, что это тенденция, тем более мы уже увидели, что опять колебательные процессы вверх пошла вот эта линия тренда. Друзья, немного рекламной паузы. Я и компания Олимп Консалтинг на протяжении больше 10 лет, наверное, уже делаем, считаем индексы для крупных иностранных банков, украинских, национальных, системных банков, которые работают, естественно, в Украине. И вот хочу вам, так сказать, вас ознакомить, да, что такое индекс рынка недвижимости. Вот здесь на примере индекс стоимости жилой недвижимости, единичка, запятая 0,15. Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Считается он очень просто. Для примера показываю вам на классе социальное жилье. Но если у вас есть эта статистика, то вам это легко, конечно, сделать, как и мне. 1057 делим на 1041, получаем рост в годовом измерении плюс в процентах 1,54%, или же положительный индекс единичка, запятая 0,15. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих в Украине, который знает, как меняется стоимость недвижимости также во времени. То есть наша с вами синергия поможет и в вашем сложном бизнесе. Ну и, конечно же, мне развиваться дальше, заниматься наукой, и компания Олимп также развиваться. Поэтому для того, чтобы вы знали,
как меняется стоимость недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства, вам необходимо что сделать? Правильно, найти мой телефончик, позвонить или написать. Это Viber телефон Kyivstar. Также можно на кипрский телефон набрать, ну, в зависимости от локации. И что, друзья, составим техническое задание, и, конечно же, раз в квартал, мы обычно это делаем раз в квартал, ну, мы, я имею в виду, я и компания Lim Consulting, будем готовить вам исследования по всему рынку недвижимости, по всем, так сказать, сегментам, по всей недвижимости, под которой ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Друзья, звоните, пишите, поверьте, что данная работа уникальна на территории Украины. Можете поинтересоваться, кто такой Андрей Гусельников, компания Limb Consulting. Ничего плохого вы обо мне не услышите. Штучный этот интеллект, он вообще прям, ну, всю биографию расскажет и покажет, да, то есть там все чистая правда, ничего плохого еще раз не услышите. То есть компетенции у меня есть для выполнения данных исследований. Друзья, ну что, это была реклама. Запомнили, что за год недвижимость подорожала данного класса на 1,54%. Теперь давайте сравним, что произошло с недвижимостью. Это я повторил этот слайд. И внизу уже новый слайд. Здесь долгосрочная аренда. О пассивном доходе поговорим. Ну вот смотрите, единственное, что здесь у нас мы сравниваем март месяц, вернее май 2026 с маем 2025 года, а здесь, в общем-то, поквартально это долгосрочная аренда. И что, друзья, вот давайте сравним. Здесь мы видим квартиры, которые выставлены для продажи, выросли на 1,54%. А средняя аренда, сюда входят одно, двух, трех, четырехкомнатные квартиры, в целом по городу в долларах, так как вторичный рынок продается в долларах, и для того, чтобы было корректно считать, мы в одной денежной единице считаем в долларах, то здесь я тоже перевел все в доллары по курсу Национального банка. Вот здесь он присутствует, можете посмотреть. И видим, что за год, сравнивая март 2026 год с мартом 2025 года, аренда выросла на 3,70%. Много ли это, друзья, или мало? Ну, на самом деле это как бы и немного, но и не мало. Для примера, предположим, у вас есть 10 тысяч долларов, вы пошли, положили или открыли депозит, именно долларовый депозит, в любом банке в Украине, вы увидите, что это будет 1% или 1,5%. Кстати, я живу на Кипре, здесь депозит под 2%, то есть здесь более выгодно. То есть пассивный доход с 10 тысяч, несложно посчитать, 100 долларов, ну это, короче, грабеж среди бела дня. Целый год банк пользуется вашими, так сказать, 10 тысячами долларов, и в итоге вы практически не получаете пассивного дохода. А вот если вы приобретете недвижимость, конечно, ее нельзя за 10 тысяч долларов приобрести, там, ну, за 40 в городе Киеве можно однокомнатную, то вы будете получать, друзья, в процентном соотношении, мы говорим, доход 3,70%, то есть в 3 раза больше. Но если мы уберем амортизацию, налоги, то вот, ну, 3% точно будет у вас. То есть в 3 раза больше, чем, так сказать, вы будете получать пассивный доход, чем от денег, которые просто лежат у вас в банке. Ну, на депозите, естественно. Поэтому, друзья, я не призываю ни к чему, не покупать, не продавать, показываю цифры. И кто смотрит меня, самый большой пассивный доход – это с прифронтовых городов. Город Одесса, там под 6%, город Днепр под 7%, там просто зашкаливает пассивный доход. И мне уже местные, я так понимаю, люди пишут, Харьков, кстати, тоже 6% годового дохода, это в долларах все мы говорим сейчас. То есть это, ну, безумие какое-то, но это безумие объясняется. Прифронтовые города, они насыщены ВПК, там что-то ремонтируют, что-то, так сказать, производят, там беспилотники, возможно. Много специалистов, включая военных, которые, офицерский состав живет на квартирах, не живут в казармах они.
За это платятся деньги, естественно. Ну, квартиру ж арендовать надо и платить деньги. Поэтому в прифронтовых городах стоимость не квадратного метра, а аренды выросла просто до каких-то безумных высот. Даже город Запорожье, до которого осталось буквально там, ну, я не знаю, десятки километров, да, и прилетает там эти авиационные бомбы, которые планируют. И то там, ну, безумный рост именно на квартиры. То есть это еще раз объясняется. Ну, мне просто пишут подписчики с того или иного региона, что военный офицерский состав живет, естественно, в квартирах, снимает это все за деньги, и поэтому рынок аренды разогрет. А вот самое меньшее растет, это город Львов. Там рост порядка тоже 2,5–3%, потом идет город Киев, то есть здесь мы видим вот такую аномалию. Друзья, ну давайте закрою уже показ слайдов, по-моему, все вам рассказал. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости, вам необходимо, во-первых, подписаться, подпишитесь, пожалуйста. Второе, о прогнозах. Я предполагаю, что все-таки, несмотря на то, что с какого-то перепугу класс социальное жилье показал незначительную динамику роста, сравнивая апрель с маем, то сравнивая май с июнем или подводя итоги уже первого полугодия или второго квартала, как угодно, мы увидим снижение где-то на 0,5% будет. То есть в среднем динамика снижения будет присутствовать. И я все-таки надеюсь, что это тренды, которые, ну, нельзя сказать, что это тенденции. Почему? Потому что не прошло там 6 месяцев, условно назовем. Там уже рынок, если 6 месяцев падает или поднимается, там уже, как правило, можно смело говорить, до конца года это будет тенденциями. Но сейчас я все-таки предполагаю, что снижение до конца года мы будем наблюдать. Время, друзья, пройдет быстро. Я запишу вот такое же видео на следующий месяц и так далее, до конца года. Отслеживайте ситуацию. Я думаю, что есть на чем поразмыслить. И, конечно же, пишите свои вопросы, с удовольствием отвечу. Итак, друзья, пришло время прощаться. По поводу того, что подписаться, уже напоминал, не буду больше. Вы должны помнить, что я ваш скромный слуга. И компания Олимп Консалтинг готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости. И я надеюсь, что данные обзоры станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой рынка недвижимости и не позволят вам заблудиться в каменных джунглях, опять же, того же самого рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.